Друзья, приветствую вас. Это утренний анализ курса доллара, евро, рубля. Давайте посмотрим, что происходит, что ожидать сегодня на открытии торгов и в первой половине дня, и как на этом можно заработать деньги. Так, ну по факту вчерашнего заседания ФРС, в общем-то, были оставлены те условия, которые ранее существовали по процентным ставкам и так далее. Это рынки охладило, поскольку рынки это уже ожидали и закладывали это в изменении цен. На текущий момент мы видим, что фьючерсно-американский индекс пытается вернуться в ранее проторгованный диапазон 3184-3130. Соответственно, такое движение это будет означать наиболее вероятное начало корректировки. Здесь разворотная формация уже есть. Китай сегодня показывает минус 1%. Ну и вот по фьючерсу на американский рынок мы видим, что сейчас будет тестирование вот этой нижней границы. Если она пробивается, то возникает движение. Вот цель первая 3155, даже 3150, вот куда-то сюда. И потом как бы по факту прохода этой цели разовьется движение на 3130, тестирование на прочность, и в случае ее пробоя уже развернется корректирующее движение и по американскому рынку, и по мировым рынкам. Вот, в настоящее время сейчас пока нету оснований для того, чтобы такое резкое движение осуществлялось, но обращаю внимание, что сегодня в 15:30 публикуются очередные данные по безработице в США. Вот. И эти данные, они если выйдут негативные, то, конечно же, мы увидим пробой и одной, и второй линии, и движение вот сюда, вот в этот диапазон. Ну а первая половина дня по нашему времени, скорее всего, боковик, вот в этом диапазоне, возможно тестирование на пробой и колебания где-то здесь. На текущий момент нет оснований для того, чтобы развилась сильная коррекция. Но вот единственное, только Китай показывает минус 1%. То есть если Китай сейчас, конечно, ливанется, то и по американскому индексу мы увидим резкое движение, ну, для начала вот сюда, вот в этот диапазон. Но опять же, пока вот пробоя не было, по динамике пробоя вот этой линии сложно сказать, как в дальнейшем процессы будут разворачиваться. Вот когда взаимодействие с ней будет, можно уже будет спрогнозировать, что в ближайшие там час, два, три, полдня произойдет. Так, следующий важнейший показатель это индекс доллара. Но обращаю ваше внимание, что в этом индексе доллара где-то 50% на евро приходится. Что мы видели вчера? Вчера мы увидели попытку разворота. Пока нельзя сказать, что разворот произошел, но сходили вот в этот диапазон, в котором должны были находиться долго по приходу, но этого не произошло. То есть прокололи важную область и вернулись назад на дне. Обычно такие фигуры, они возникают на дневках, на 4-часовиках, когда происходит разворот актива, но особенно это касается там, индекса доллара, нефти. Вот, поэтому вполне вероятно, что вчера был разворот, мы еще с вами посмотрим, как будут развиваться события. Вот, если в ближайшие дни не произойдет добитие и закрепление в этом диапазоне, то наиболее вероятно мы будем наблюдать движение индекса доллара сначала вот сюда вот, потом в этот диапазон, потом возможно и сюда вот на хаи. Рано говорить о том, что уже динамика такая движение сложилась, но предпосылки вчера были созданы для того, чтобы этот сценарий реализовался. Так, ну и вот сегодняшнее и завтрашнее закрытие покажет это дневной таймфрейм по индексу доллара. Будет, не будет закрепление в этом диапазоне. Если закрепление будет, то вполне вероятно эйфория на рынках продолжается. Если здесь закрепления не будет, то мы, скорее всего, начнем расти по индексу доллара, а это будет означать риск-офф, негатив для российского рынка и рубля. И в этом случае у нас стратегическая цель движения, она будет находиться вот здесь, вот в районе 103,5. Вот. Но это реально будет армагеддец, это будет очень сильная просадка по рынкам и в том числе по рублю, по рублевым активам. Так, далее по нефти. По нефти вчера, конечно, была очень интересная картина. Смотрите, гэп, который на 45 мы так и не закрыли. Пошла разворотная формация и попытка отката, возврат сначала 36,7, ну точнее сначала 39,7, потом если пробьет, пойдет движение в этот диапазон.
Здесь ситуация, она немножко пока не до конца ясна, потому что с одной стороны американский сланец обещал залить всех дешевой нефтью, когда будет нефть дороже 30 долларов за баррель. Вот она была дороже 30, они вроде бы не заливали. Сейчас, когда подошли, но не достигли того значения, ну где-то по моей оценке 42-48 долларов за баррель Brent, то есть это как раз то значение, когда американский сланец начнет активно просыпаться и действительно качать нефть, и предложение на рынке нефти увеличится, и мы можем увидеть откат вниз. Ну, в принципе, нижняя граница вот этого диапазона, она затронута, но на самом деле для того, чтобы говорить о каком-то восстановлении, должно все-таки движение на 47 произойти, и оно должно длиться какое-то время, ну как минимум это неделя-две, а вообще как бы месяц-полтора, для того, чтобы все эти процессы, они в явном виде уже начали осуществляться. Вот здесь вот такая траектория движения указывает на возможность возврата и резкого задерга. Но пока мы это как наиболее вероятный сценарий не рассматриваем, но такое вполне может быть. На текущий момент, если подходить к ситуации формально, то здесь произошел разворот, и этот разворот он приведет либо к движению до сильного уровня. Первый уровень это вот здесь вот. Если он будет пробит, то следующий сильный уровень вот в этом диапазоне находится. Вот. Или же, соответственно, мы здесь увидим проторговку и набор позиций. Пока проторговка идет на более нижних значениях, и все равно эта проторговка сводится к стремлению протестировать на прочность вот этот сильный уровень. Так, ну вот на текущий момент развивается снижение нефти, либо произойдет закрепление вот в этом диапазоне, или же мы пойдем тестировать сильный уровень, вот этот от него отобьемся и пойдем наверх, либо его на объеме пробьем, и тогда наиболее вероятно будет движение вниз к тем целям, которые здесь обозначены и которые ранее мы с вами обсуждали. Если такое движение произойдет и случится закрепление ниже вот этого уровня, он чуть повыше на самом деле, вот так вот он проходит, вот, то соответственно мы увидим негатив по российскому рынку и ослабление рубля. Я думаю, что в первой половине дня наиболее вероятный сценарий, мы либо вот здесь где-то будем колебаться вот между этими двумя линиями, или мы все-таки попытаемся ну, до выходов данных по безработице как-то развернуться. У нас есть прекрасная цель для движения, которая вот здесь вот где-то проходит. Если здесь произойдет сейчас разворот, вот в этом диапазоне, может быть осуществлено очень быстрое и резкое движение, возможно всплеск, удар и закрытие вот этой цели. И потом пойдет откат. В целом по дневках, где здесь произошел разворот и пока не будет устойчивого пробития локального максимума, который мы наблюдали, то скорее всего это действительно по дневке разворот и будет происходить плавное проседание, движение вниз. На мой взгляд, наиболее, скажем так, вероятностный диапазон нахождения цены на нефть в ближайший месяц-два это где-то диапазон 33-37, может 39 долларов за баррель. Вот. Прогнозируют, конечно, что в связи с закрытием нефтяных скважин в США и сокращением добычи в мире будет нехватка нефти в августе и сентябре. На мой взгляд, до этого момента еще нужно дойти, вот, потому что тут как бы повышается градус второй волны пандемии. И поэтому на текущий момент времени, если мы вот не пробьем 42, сейчас посмотрим на дневках еще. На дневках 43-41, вот если не пробьем 43-41 и диапазон отсюда и до 45, то здесь, скорее всего, восстановления не будет. А вот эта проторговка, она сведется к постепенному проседанию, ну, куда-то вот сюда, вот в этот диапазон. Так, ну а сейчас по нефти, скорее всего, будет либо разворот, движение к верхней границе вот этой проторговки, или мы увидим небольшое проседание и потом возврат вот сюда вот в этот диапазон. Вот. Ну и когда выйдут данные по безработице, в момент выхода возможно резкое колебание цены на нефть. Если они будут негативные, то возможно увидим пробой и дальнейшее проседание.
Так, друзья, вчера в телеграм-канале публиковал результаты размещения ОФЗ, которая в среду проходила. Здесь спрос превышал предложение, все как бы успешно разместили. На фоне этого вчера возник рост индекса RGBI. Вот, но сегодня, скорее всего, мы увидим его снижение и попытку пробить вот это значение и сходить сначала вот сюда, потом, возможно, куда-то сюда. Вот. Так, ну вот стоимость бочки в рублях консолидируется на локальных хаях. Никак не получается у нее забраться в диапазон более или менее комфортный для бюджета. Вот. И, соответственно, я думаю, в ближайшее время какие-то события произойдут, которые поспособствуют ее поднятию. Так, друзья, возвращаясь к доллар-рубль, USD Tomorrow 4-часовой таймфрейм. Ну, смотрите, нефть у нас просела, индекс доллара растет. Я думаю, вот эти все обстоятельства, они будут доллар выталкивать наверх на открытии. И в первой половине дня, наверное, мы все-таки порастем, либо где-то на каких-то лояльных хаях поболтаемся. Но здесь как бы то, что приходит первое на ум, это вот эта цель движения. Вот сюда вот. И по факту пробития вот этого диапазона у нас, соответственно, движение вот к этой к верхней границе возникшего гэпа. И, соответственно, если мы вот этот гэп закрываем и начинаем на объемах торговаться уже в этом диапазоне, то здесь уже возникает другая реальность, и мы увидим закрепление. То, что как бы рубль, он уже перешел в другой энергетический уровень, и, соответственно, отсюда будет строиться дальнейшее укрепление доллара. Вот я думаю, сейчас на открытии мы, наверное, вот сюда вот быстро сгоняем. И если вот этот гэп в первой половине дня мы закроем на объемах, то дальше у нас рост доллара, возможно, будет пободрее проходить. Ну да, если к часовому графику переходить, то у нас как бы получается вот сейчас вот эта формация разворотная, она связана с тем, что вот в этом диапазоне был набор позиций. Вот, и сейчас вот с учетом того, что происходит с индексом доллара, на открытии высока вероятность того, что мы сразу вот сюда вот сгоняем. И далее, если пробивается 69.37, то высока вероятность того, что мы пойдем вот этот вот фитилек тестировать. Вот. Но если вот мы закрываем вот этот гэп с утра, то здесь и начинает расти объем, то дальше уже будет вот здесь формироваться плата, и отсюда будет происходить дальнейший рост доллара до тех целей, которые мы ранее обсуждали. И если пойдет с утра реализация этого сценария, мы с вами еще обсудим. Так, ну и вот евро к рублю. Здесь у нас в целом сформировалась разворотная формация вблизи сильного уровня. Вот, конечно, есть вероятность того, что на фоне ослабления индекса доллара мы увидим движение куда-то сюда на открытие, вот в этот диапазон. Но такая вероятность, она очень невелика. Это обусловлено снижением цены на нефть. Я думаю, с утра прям сразу будет рывок и отработка вот этого диапазона. Вот если пойдет закрытие выше этого значения, над ним на объеме, то здесь уже мы пойдем сразу в первой половине дня сначала отрабатывать вот эту цель, и потом сразу, наверное, пойдем закрывать вот эту цель. Но здесь, как бы, скорее всего, действительно будет движение вверх, потому как вся картина указывает на то, что отсюда вот здесь накопление закончено, и вот-вот, наверное, произойдет какая-то динамика, цель которой закрыть данный уровень, вот этот. Так, ну и вот евро-доллар, смотрите, но по дневному таймфрейму мы вот эти все цели, которые обсуждали, отработали. Единственное, здесь видите, как не пошло закрепление выше вот этого сильного уровня. Вот, поскольку такого закрепления нет, то вероятность того, что отсюда будет рывок и пробитие вот этой двойной вершины, она становится все меньше. И все больше здесь вероятность в том, что пойдет сначала отработка вот этой цели сегодня-завтра, а потом, если здесь не закрепится или не будет отсюда отбоя, то развивается движение вниз, цель которого тестирование и пробой вот этого диапазона. Если этот диапазон пробивается на объеме,
то здесь уже евро к доллару будет стремительно идти вниз. На текущий момент времени касательно доллар-евро либо будет разворот вот сейчас от текущего значения и цель движения будет вот сюда вот, или же будет разворот вот отсюда. Вот сейчас пойдет, если проседание, если не будет разворотной формации, движение вверх, то тогда разворот, возможно, будет при достижении вот этого уровня, если здесь нарисуется разворотная формация. И опять же отсюда цель движения, она находится вот здесь вот в этот диапазон. Если здесь не будет разворота и последует пробой, то мы вернемся сегодня по доллар-евро вот сюда, вот в этот диапазон. Ну и со всеми вытекающими негативными последствиями для emerging markets. Все, друзья, спасибо за внимание.